счастье. Всем счастья. Ну что, готовы к Луне в Скорпионе? Готовы? Посмотрите, какая неделя. Ну, вообще, август месяц очень насыщенный такими событиями, которые, ну, не так часто и не так интенсивно происходят. Я уже не говорю, что в течение месяца, в течение одной недели не настолько интенсивный, как вот в августе. В августе всегда, при всех аспектах, которые происходят, всегда что-то август после себя оставляет. Он очень запоминается, август. События, которые происходят, всегда запоминаются. Немножко как переходишь в другое состояние. После августа всегда так. Ну и этот август не исключение. 14-15, 2 дня, 14-15 Луна будет находиться в Скорпионе. А до этого, смотрите, сегодня, 11 числа, Луна делает, Плутон делает прекрасный, чудесный тригон с Венерой, о котором мы с вами говорили. Затем будет Меркурий встречаться 13 числа. Встречаться с Лилит, тоже мы об этом аспекте с вами говорили. Ну и посмотрим. Следующий аспект, который будет 14 и 15 августа, это Луна в Скорпионе. Сама по себе Луна это что? Это эмоции. И это очень... Луна и Солнце это не планеты, это, конечно же, светилы. И все равно, когда ты начинаешь смотреть свою астрологию, свою карту, с чего ты начинаешь? Первое, ты начинаешь с этих светил. Солнце и Луна. После Солнца сразу идет Луна. А еще даже вам скажу из практики, что больше даже Луна влияет на тебя. Да, очень Солнце важно. И оно действительно стоит на первом месте, когда рассматриваешь карту. Но Луна, очень большое влияние имеет Луна. Даже можно ее поставить на первое место. Поэтому что Луна – это твои эмоции. Как ты проживаешь, как ты реагируешь, почему ты так реагируешь, почему ты переживаешь, или ты не настолько сильно переживаешь, полегче проходишь эти эмоциональные жизненные ситуации. Это все отвечает Луна. И, конечно, Луна находилась в начале недели в Деве, затем она находилась 2 дня в Весах, и там Луне в Весах, ну давайте все помиримся, ну давайте будем дружить, ну зачем нам конфликт делать, зачем нам скандалить, там Луна всех примирила. Но 14 и 15 числа Луна попадает в Скорпиона. И что здесь хочется? Даже это не зависит от знака, не зависит от того, где находится твоя Луна. Сама Луна попадает в Скорпиона. Это говорит о том, что хочется драмы, хочется глубоких и сильных эмоциональных переживаний. Не хочется спокойно, чтобы твои чувства были спокойны. Хочется именно драму. Ни с того, ни с сего расплакаться, потому что стало обидно, что я ждала твоего звонка, а прошло уже 20 минут, а ты не звонишь, началась вот эта маленькая поплакать или поистерить еще, не дай бог, да. Или наоборот, мужчина разнервничался, я тебе звоню, ты не отвечаешь, так я с ребенком занята, ребенка спать уложила, телефон отключила. Прям выплеснуть эту драму, где ты была, как ты отключила телефон. Вот прям 20 минут назад мы разговаривали, через 20 минут совершенно как будто бы подменили человека, другой человек. И точно то же самое происходит на работе. Вы сидели в коллективе, все работали, и вдруг кто-то начал себя вот так вот истерично вести, что здесь неправильно цифры, здесь неправильно бумаги мне приготовили, из-за этого я должен все переписывать, а теперь я должен это все проверить.
Так, все готово, все сделано, все это, ага, да, а где эта бумага, так вот эта бумага, а где эти цифры, так вот эти цифры. Называется фокус не удался. То есть хочется вот этой эмоциональной драмы, тянет к ней. И хочется прям перемен, чтобы они были прям сейчас, эти перемены были. Вот я сейчас хочу, чтобы ты ответил на этот вопрос. Вот я сейчас хочу, чтобы ты мне сказал, как продолжаются наши отношения или нет. Женишься ты или там разводимся мы или остаемся. То есть прям вот сейчас скажи. Вот такое вот немножко. Есть такая вот вибрация, которая, под названием драма. Драма, неудовлетворенность, разочарование. Вот 2 дня многие будут это на себе ощущать и очень, знаете, могут быть носом идти кровь вдруг ни с того ни с сего. Ты себя нормально чувствуешь, и вроде и давления у тебя нет, ничего, и вдруг носом пошла кровь. Или, например, твое эмоциональное состояние, которое ты вытащить из себя не можешь, не на кого, нет ситуации, чтобы тебе вышло это состояние, то всегда, когда Луна в Скорпионе и не на кого выпустить это состояние, то ты выпускаешь на самого себя. То есть ты можешь порезаться, чтобы прям эмоция это вышла. Ты можешь удариться там, ногой или коленкой, или что-то вот как-то локтем, как-то удариться очень сильно, что тебе прямо аж раз, и ты эмоционально ты выплеснул это. Что еще? Перепады настроения. То ты хочешь прям, грусть такая, прям плакать, хочется сгрустнуть, хочется, то ты смеешься прям, над какой-то ерундой. Это тоже вот этот вот эмоциональный выход. Очень сильно пульсирует в голову, прям как-то так сильно начинает пульсировать либо висок, либо в голову. Потом как-то также ни с того ни с сего уходит, отступает. И создаются вот эти 2 дня, будете чувствовать, что вокруг какие-то немножко есть экстремальные ситуации. То ли там кошка куда-то прям почти там на бордюре не сидит, и что она может упасть, и нужно до нее дотянуться. То есть это очень экстремально. Луна в Скорпионе, она прям создает себе эти условия, она их видит, эти условия, чтобы что-то экстремально сделать. Вот так наклониться, что ты сам можешь упасть, но ты достанешь эту кошечку. Или там собака ваша куда-то прыгнула в воду, а там, допустим, такая вертушка, и вот ты лезешь туда, ты знаешь, что может что-то случиться с тобой, но тем не менее ты вот эту вот ситуацию, на дороге вот такие же ситуации, то есть немножко витает все в воздухе, раздражительность. Но эта раздражительность не зависит от человека конкретного. Просто это состояние надо понимать. И вот когда ты на работе или когда ты в партнерстве, и ты понимаешь это состояние, вот что-то твоему ребенку всегда любил это там кушать, вы приготовили, а вот закапризничал, не хочет кушать, все, не надо заставлять, надо просто понимать. Сказать, хорошо, может быть через полчаса ты захочешь, я тебе тут кушать оставлю. То есть всегда пойти на уступку, сразу отпускает. Не надо этой ситуации, знаете, этой ситуации, когда Луна появляется в Скорпионе, это ситуация, когда вот так вот давят друг на друга. Вот ты толкаешь в дверь, а с обратной стороны тоже кто-то толкает в дверь. И что получается? Что получается? Вот так же в словах ты вот это вот говоришь, и оттуда тоже получаешь, это просто взрыв получается здесь. Поэтому, если чувствуете, что на работе создалась такая ситуация, в отношениях создалась такая ситуация с ребенком, с вашим, с любимым человеком, вы чувствуете, что это уже заводится. Ой, окей, лучше уступить, лучше отступить, разгрузить эту ситуацию. Она таким же естественным образом пройдет. Вот как эта вспышка началась, так она и пройдет. Что еще? Найдется очень какая-то старая вещь. Просто попадется вам на глаза. То, что вы очень давно потеряли. Может быть, даже уже и забыли.
кто-то, может быть, кольцо какое-то, вот потеряли, вот именно дома, знаете, что оно дома, но вы его потеряли, или сережечка потерялась, или бумага очень ценная потерялась, или документ какой-то, вещь, которая потерялась, вот когда Луна в Скорпионе, а тем более, что Плутон еще, он сам по себе Плутон, но он же управляет Скорпионами, он себя очень комфортно чувствовал, когда он встретился 11 числа, встретился с Венерой. Да, этот аспект расходящийся, этот был трин, как они встретились, очень гармонично, они расходятся, этот трин, но он действует 2 недели. И так как сам Плутон в очень хорошем расположении, то вот даже эта Луна в Скорпионе, она себя будет по-другому действовать, она будет иметь поддержку от Плутона. Ну, видите, там кто спрятался? Ну, это Жужа спрятался, Плутон. Многие скучали за Плутоном, спрашивали, где Жужа? Ну, вон он сидит. Поддержка такая, потому что еще 2 недели этот аспект будет действовать, вот, который 11 числа, о котором мы с вами говорили, где Плутон встретился с Венерой. Этот аспект будет действовать 2 недели. В течение 2 недель, а тем более, когда зашла Луна еще в Скорпиона, Плутоном это поддерживается, какие-то финансовые сделки хорошие могут быть. Можете очень хорошие компенсации получить. Ну, каждый на своем уровне. Можете доплату какую-то получить, премию получить. Или что-то найти такое ценное, что вам перекроет ваше эмоциональное состояние. Вот так аж прям настолько будет удивительно, что вы либо найдется человек, даст о себе знать человек, с которым вы очень давно, может быть, он вам и в принципе не нужен, но вы давно потеряли с ним связь, что-то узнаете. Но это, как правило, какая-то очень старая вещь, которая потерялась, вы никак не могли ее найти и даже уже махнули рукой. Это могут быть еще также на прохождение Луны в Скорпионе, из-за того, что все-таки Плутон делает очень хороший гармоничный аспект, можете сумму очень хорошую какую-то, ну вот найдете. Может быть, где-то в сарае будете разбирать, может, просто по улице идете, вот, найдете. Вот бывает так, кто-то потерял какую-то сумму определенную, либо кто-то отдаст долг, от которого вы вообще не ожидали получить результата. Вы уже просто не надеялись, что вы получите долг какой-то, или кто-то у вас приобрел вещь и не выплатил, не рассчитался с вами. Тоже это может быть. Дальше. То, что внутри по состоянию здоровья, очень сильно этот аспект отражается на половые органы. Поэтому здесь абсолютная нужна во всем гигиена. Иначе это очень уязвимо. Именно половая вся система, половые органы очень тонкие, очень уязвимые. Что еще? Могут открыться, вот я говорила, немножко как вот кровотечение какое-то, вот носом пойти кровь, или как-то так ударился, и вот эта кровь идет, маленький, вроде порез где-то сделал маленький, а кровь не можете остановить, идет. В таком, если сказать немножко побольше, расширить, вот если масштабы прохождения Луны в Скорпионе, то могут быть ливни, грозы, потопы, молнии, что-то из-под земли, какой-то вулкан, что-то вот земля себе как-то вот прям начинает немножко тоже драму сделать, захочет. И природные явления захотят сделать драму. Ну и что еще? Как со всем этим быть? Кстати, вот вскроются какие-то, знаете, какие-то нарывы. Вот нарыв, если вот внутри, если что-то внутри, прям нарыв такой, гнойник был, он может вскрыться, может просто вот, знаете, прорвать его, изнутри прорвать, и вы прям почувствуете, как освобождение придет. Но это с драмой, прям, оно прям очень неприятно, но освобождение происходит всегда. Все, что по Скорпиону проходит, это как освобождение, как хирургическое вмешательство происходит. Так, ну что еще? Плюс-минус, как себя вот в эти пару дней, как себя вести?
тишина. Ничего тебя так не успокаивает, как успокаивает тишина. Даже слова так не успокоят в этот период, как успокоит просто тишина. И следующее. Хочется драмы. Хочется каких-то эмоций, кого-то вызвать на эти эмоции, а то еще и самого себя. Начинаешь себя видеть, что как-то у тебя счастья нет, потому что он не ответил, или она не написала, или я одна, или я один, у меня никого нет. Вот эту вот драму себе хочешь сделать. Если ты думаешь, что для счастья нужен второй человек, то знай, для счастья нужен ты сам. А вот поделиться своим счастьем, для этого нужен второй человек. Но быть счастливым, стать счастливым, для этого нужен ты самому себе сам. Никто в твоей жизни тебя счастливым не сделает, пока ты не сделаешь себя счастливым сам. И когда ты уже счастлив сам, тебе нужен человек, чтобы этим счастьем поделиться. А аспект, если это все вместе собрать, с Плутон, который еще 2 недели будет действовать, и Луна, которая зайдет в Скорпиона на 2 дня, этот аспект говорит о том, что где это счастье мое? Почему я не могу насладиться этим счастьем? Я его не могу получить, это счастье. Где этот мой человек? Или где эта моя финансовая база, чтобы я стал счастливым? Где это все? Такое драму. Вот этот аспект. И тут же Плутон отвечает, потому что он делает трин с Венерой. Гармоничный аспект, который еще будет 2 недели после 11 числа действовать. И тут же отвечает: для того, чтобы стать счастливым, никто и ничто тебе не нужно. А когда ты станешь сам счастливым, вот этим счастьем поделиться, нужен, конечно, вторая половина, чтобы делиться счастьем. Вот такой аспект. Ну, думаю, пишите. Думаю, все понятно. Бесконечно вас всех уважаю. Обязательно сейчас скажу имена с большим удовольствием. Борис, Екатерина, Водолей, и Мариджа, Водолей. Большое спасибо за поддержку канала. Борис, Екатерина, Водолей, и Мариджа, Водолей. Водолеи такие активные. Так поддерживаете канал. Спасибо вам большое. Ну и до следующих встреч. Не забываем ставить лайки для Жужи, для Плутона. Ой, Плутон любит лайки. Вы знаете? Настолько любит тишину. Вот этот и период про то, что вот тишина, тебя тишина очень сбалансирует. Да, эмоции будут распирать. 2 дня. Вот такое обострение 2 дня. Но и так как Плутон будет 2 недели еще делать этот аспект, то сами эти эмоции, они требуют, просят тишины. Любые даже вещи, которые вы хотите в этот период сказать, говорите тихим голосом, тогда вас услышат. Ничего громко не заявляйте. Когда ты говоришь громко, тебя не слышат. Когда ты говоришь тихо, к тебе прислушиваются. Вот, кстати, микрофончики одела, думаю, что сегодня звук будет получше. Ну что, бесконечно вас уважаю. И, конечно же, до следующих встреч. Обнимаю вас.